Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Последний день недели моды в Милане закончился довольно громко. На подиуме зритель увидел коллекцию осень-зима 2022-2023 от Bottega Veneta, созданную новым креативным директором дома Матье Блази. У модельера впечатляющий послужной список. Последние несколько лет он работал под руководством своего предшественника Дэниела Ли, а еще раньше творил для Celine и Raf Simons, где начинал в качестве директора мужской линейки. Бывает такое чувство, когда все на тебя смотрят и ждут провала. Из-за подобной огромной ответственности даже большой талант часто либо дает сбой, либо наоборот, так собирается, что не может расслабиться, и в этом состоянии уже не до свободного творчества. Но у нового ведущего дизайнера бренда коллекция получилась очень слаженной и уравновешенной. В первую очередь стоит отметить тонкое чувство роскоши Матье Блази, а также уверенный крой и превосходную работу с кожей. Будто это вовсе и не кожа, а ткань. Как вы уже смогли увидеть, друзья, открывала показ модель в простой белой майке и джинсах. На фоне сложных сочетаний цветов и фактур, которые так любил прошлый креативный директор марки Дэниел Ли, этот образ смотрелся настоящим глотком свежего воздуха. Неудивительно, что именно таким модным луком Блази решил начать свою главу в истории бренда. Но что особенно интересно, брюки выполнены не из джинсовой ткани, а из набивного эластичного нубука. Подобный трюк дизайнер повторил и с деловыми рубашками в тонкую полоску. Роскошь в движении. Такое название получила новая модная линейка. Это скульптурная и очень носибельная роскошь, объемная, но не заглатывающая того, кто ее примеряет. Незадолго до шоу дизайнер представил приложение, в котором каждый желающий мог подключиться к прямой трансляции и рассмотреть образы со всех ракурсов. По словам Блази, это было сделано для того, чтобы нынешние и будущие поклонники бренда смогли увидеть вещи в движении, буквально пощупать их глазами. Сам показ провели с большой изобретательностью в атмосферном индустриальном пространстве с голыми бетонными стенами. Приглашенные зрители заняли места на металлических тумбах с черными кожаными подушками, взятыми на прокат в соседней мастерской по ремонту автомобилей. Модели вышагивали по светло-зеленому ковру на расстоянии не более 8 секунд друг от друга. Для модного показа такой темп очень быстрый. Но дизайнер в комментариях к шоу отметил, что изначально Bottega Veneta – это производитель сумок, то есть суть бренда – давать женщинам возможность двигаться и путешествовать, то есть почувствовать роскошь в движении. И пусть шоу стартовало с самых демократичных нарядов, но далее на подиуме появились, можно даже сказать, кутюрные вещи. К примеру, кожаные юбки солнца с кринолином из пышной бахромы, которая эффектно выглядывала из-под подола. Не менее уникальны туфли Мэри Джейн на массивной платформе или яркие меховые лоферы на танкетке. При просмотре коллекции обязательно обратите внимание, друзья, на потрясающие двубортные пальто. Сшитые из шерстяного габардина или из кожи, со спины они выглядят так, будто наполненные воздухом. Вдохновением для такого фэшн-произведения стала одна особенная скульптура Умберто Баччони, который наделил свое творение удивительной динамикой движения. В коллекции есть и прекрасные трикотажные ансамбли, кружевные платья-комбинации и строгие брючные комплекты, уютная меховая одежда, наряды из нежного атласа или плотной шерсти. Особое место отведено аксессуарам, которым дизайнер уделил внимание по максимуму. В руках моделей красовались плетеные сумки из кожи, в которых нет ни единого шва. Блази поставил перед своей командой задачу исключить машинную вышивку, подчеркнуть превосходство ручной работы. Как результат, в коллекции теперь кроме сумок есть и плетеная обувь, ботильоны, мюли, высокие сапоги-ботфорты. Сегодня дизайнер представил на модной сцене, каким он видит обновленный бренд Bottega Veneta. И мы с вами, друзья, с нетерпением будем ждать продолжения этой истории. Мне кажется, ее новая глава может получиться не менее захватывающей, чем предыдущая. Всем моим зрителям приятного просмотра, совершенства и красоты, удачи, хорошего дня и позитивного, яркого, солнечного настроения!